Украина имеет план победы, угроза ядерного инцидента на Курской АЭС и что все-таки нарушило воздушное пространство Польши. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нефта». Самые важные и интересные новости. Марк Цукерберг заявляет о давлении на Мета со стороны Белого дома во время ковида. Чем это может грозить и кому? Украина берет под контроль все больше территорий в Курской области. Ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам відчутних втрат в живої силі, техніці. Индонезийцы в российской армии. Безысходность или политкорректность? Это своеобразная интернационализация конфликта и попытка России показать, что это глобальное противостояние. Спасибо, что смотрите, спасибо вам за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии и не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Поехали. Вооруженные силы Украины уже заняли почти 1300 квадратных километров Курской области. Об этом говорит украинский главнокомандующий. Еще он говорит, что россияне перебросили на Курщину 30 тысяч своих военных. Ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам відчутних втрат в живої силі, техніці. На сьогодні нами взято під контроль 1294 квадратних кілометра території, 100 населених пунктів. Всего взято в плен в Курской области 594 российских военных, говорит главнокомандующий. Но в то же время оккупанты продвигаются вперед по всем направлениям в Украине, пишут аналитики Института изучения войны. Они продвинулись вперед в Донецкой области под Часовым Яром, Торецком, Покровском и под Донецком, а также в Старице Харьковской области. Там они имели успех северо-восточнее Харькова и продолжили бои у Липцев, Глубокого и в Волчанске. Но тут тоже не все так радужно у оккупантов, если приходится нанимать бойцов, мягко говоря, далеко за границей. К примеру, в Индонезии. Армянский батальон «Арбат», который входит в состав интернациональной бригады «Пятнашка», объявил о наборе так называемых добровольцев из этой, без сомнения, братской России страны. А мы спросили у политолога, означает ли это то, что у россиян не осталось россиян. Речь идет о том, что действительно не хватает своего ресурса, по крайней мере того ресурса, который готовы идти воевать именно за деньги. Это основной механизм рекрутирования на сегодняшний день на России. И, соответственно, мы видим, что несмотря на увеличение сумм, уменьшается количество желающих подписывать эти контракты, поскольку для большинства это билет, по сути, в один конец. И второй момент – это своеобразная интернационализация конфликта и попытка России показать, что это глобальное противостояние, которое не только сводится к российско-украинской войне, а вообще это идет война России, антиколониальной, антиимпериалистической державы, что само по себе, конечно, смешно, против всего мира. И присутствие там представителей так называемого глобального юга или стран, которые точно не являются какими-то там партнерами или союзниками Украины, это повод для России еще раз напомнить, что они не одни, а с ними в принципе весь мир. Президент Украины говорит, что план победы есть, и Курская операция есть частью этого плана, который Украина передаст США. Вторая составляющая – это стратегическое место Украины в безопасностной инфраструктуре мира. Третья – это мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем. А четвертая – экономическая. Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану, дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи будемо ми вільні в використанні тим, що там буде в цьому плані, або ні. І так як трішечки все затримується в житті, то я, думаю, в вересні представлю цей план йому на зустрічі. І думаю, що якимось чином буде правильно передати цей план як Камалі Харріс, так і Трампу, Дональду Трампу, тому що ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, а виконати цей план дуже хочеться. Также президент Украины заявил, что очень хотел бы вернуть украинцев в страну из-за границы, но только не принудительно.
А мы спросили у юриста, есть ли такие механизмы. Депортация в этом случае возможна, по сути, лишь в рамках механизма экстрадиции в случае наличия уголовных обвинений. И то, даже если такие ситуации возникают, и они возникали уже неоднократно, суды, как правило, отказывают в экстрадиции в силу того, что они считают невозможным обеспечить безопасность во время военных действий в местах ограничения свободы или в местах несвободы. Поэтому в целом разговор достаточно пустой в том смысле, что принудительные механизмы, как сказал президент, многие европейские лидеры, они бы, возможно, и хотели бы, соответственно, принудительно тех, кто не работает, чтобы сэкономить деньги, отправить обратно в Украину, но, мол, не хватает воли, они считают, что это политические риски, ну и дальше вот примерно в эту сторону было сказано. Но дело в том, что какие бы риски политические не были, это просто невозможно сделать с точки зрения права. То есть у нас есть ситуация, когда мы, если считаем, что есть политическая воля на какое-то решение, то, несмотря ни на что, она может быть реализована. Вот в Европе так не работает. В Европе, так или иначе, политическая воля имеет определенные рамки, которые устанавливаются законодательством, и законодательством национальным, и законодательством Европейского Союза, и через них перепрыгнуть невозможно. Марк Цукерберг заявляет о давлении на компанию Meta со стороны правительства США, которое заставляло организацию цензурировать контент, связанный с COVID-19. Платформа тогда удалила более 20 миллионов постов. Цукерберг говорит, что сожалеет о том, что компания пошла на сделку с правительством. В 2021 году высокопоставленные чиновники из администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды с целью заставить их подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру. Они выражали недовольство нашей командой, когда мы на это не соглашались. Самое плохое, что может получить продукт, связанный с безопасностью, это похвалу от власти. А если эта власть еще и российская, совсем все плохо. Но что касается использования этой платформы, она очень удобна, она по-настоящему защищена. По крайней мере, если у кого-то были в этом сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что Telegram действительно надежная и популярная сеть. После такой рекламы Telegram будет еще сложнее. Поговорили с юристом о том, будет ли теперь какая-то ответственность у Цукерберга или у американского правительства, скажем. Речь идет про неком добровольном решении. И речь идет о том, что он использовал платформу, которая принадлежит ему, вот так, как он считал нужным. В том числе реагируя на просьбу государства Соединенных Штатов Америки. Вопрос может существовать в плоскости рынка, в плоскости конкуренции Facebook и других сервисов Meta с другими социальными сетями, другими платформами. И здесь мы видим реакцию, к примеру, на арест Дурова в плане Telegram, что во многих странах, включая Францию, серьезным образом подскочила популярность соответствующего мессенджера. Можно предположить, что после вот этих признаний, хотя эти признания, в принципе, были секретом Полишинеля, про ковид и про информацию о сыне президента Байдена знали примерно все, кто хотел, но подобного рода подход, подобного рода покаяние, оно может, с одной стороны, кого-то разозлить, и он уйдет из Facebook и будет более активно пользоваться, к примеру, X, или наоборот, может кого-то вернуть, если он раньше решился на это, услышал покаяние, поверил господину Цукербергу и простил его, так сказать. Поэтому последствия здесь сугубо репутационное, сугубо имиджевое и сугубо в плоскости позиционирования этой корпорации перед своими пользователями. Генеральный директор МАГАТЭ побывал на Курской атомной электростанции, осмотрелся и даже услышал сирену воздушной тревоги, которая по совершенно случайному совпадению прозвучала во время посещения им Курчатова. В целом, после визита Рафаэль Гросси заявил, что угроза безопасности и ядерного инцидента таки есть.
Что касается работы атомной электростанции, то, как я видел, станция работает в условиях очень близких к нормальным. Однако ясно, что все это не отрицает того факта, что поблизости была активность. Меня проинформировали о воздействии беспилотников. Мне показали некоторые их остатки и следы воздействия. Мы видим, что станция продолжает работать, но в то же время тот факт, что станция работает, делает ее еще более серьезной с точки зрения любых возможных действий против нее. Signs of the impact they had. We see the plant still operating, but at the same time, когда завод работает, температура гораздо выше. И если бы произошел удар или что-то, что могло бы повлиять на нее, это привело бы к серьезным последствиям. НАТО отреагировали на инцидент с нарушением польского воздушного пространства. Там назвали действия России, цитирую, безответственными и потенциально опасными. Все это понятно, но до этого спикер польского Сейма допустил, что это могли быть не ракеты. Все еще нет ясности, был ли это дрон. Может быть и такое, что на радарах отразилась метеорологическая аномалия. Но в этой ситуации я вижу большой контраст, разницу в лучшую сторону между тем, что происходит сегодня, и что было тогда, когда ракету нашли под Быдгощем. Я напомню, недалеко от Быдгоща в апреле 2023-го случайно нашли обломки ракеты. Официально тогда заявили, что у нее не было боеголовки. Теперь 2 дня подряд вместе с утренними обстрелами и тревогой в Украине польские ВВС поднимаются в воздух на патрулирование границы. Но когда что-то нарушило воздушное пространство Польши, реакции почему-то не последовало. Поговорили об этом с экспертом Игорем Рейтеровичем. В очередной раз, к сожалению, не хватило, наверное, смелости сбить этот объект, то есть продемонстрировать наличие там определенной политической воли, и которая, кстати, связана с незыблемостью территориальной целостностью и суверенитета границ, в том числе Польши, и после этого выкатить какую-то очень серьезную претензию Российской Федерации за то, что, собственно говоря, произошло. Но тут, я думаю, сыграл роль вот тот момент, что все-таки речь не только о Польше, а НАТО в целом. И вот этот процесс бесконечных согласований, а что будет, если мы собьем на территории страны Альянса, как должны будут реагировать другие члены Альянса, вот оно приводит к тому, что достаточно это все так не очень однозначно и не очень удачно комментируется представителями, в данном случае, Польши. Да? Поэтому тут надо принять общее решение на уровне НАТО, по крайней мере тех стран, которые максимально граничат с Украиной, по поводу реакции на такие инциденты и предварительно предупредив Российскую Федерацию, что подобные вещи они не останутся без последствий. Причем эти последствия будут распространяться не только например, на территорию Польши, но и на какое-то количество километров в приграничной зоне по согласованию с Украиной. И поверьте, Россия на это бы ничего не смогла ответить. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам работать и снимать новые и новые видео. Будем вам благодарны, если вы продолжите это делать. Если вы находитесь на территории России или Беларуси, то безопасно нас можно смотреть через VPN. Как именно? В первом комментарии к этому видео мы прикрепили целую инструкцию. Также не забывайте про лайки, комментарии, подписываться на канал тоже не забывайте. Но у меня на этом все. До встречи. Хороших вам новостей.